Вот кабель для подключения колонок акустический за $100. Вот это обычный кабель 220 ПВС, который стоит $10. Есть ли между ними какая-то разница? Потому что аудиофилы говорят, что вот этот кабель дорогой, он дает офигенный звук, и он будет на слух в 1000 раз лучше, чем обычный ПВС. Давайте сравним и навсегда поставим точки над «и». Давайте сделаем замеры и узнаем, есть ли действительно у них разница. Или это все просто маркетинг, лапша на уши и просто выкачивание с вас денег. Итак, начинаем сравнение. Какой из кабелей будет лучше? Напишите в комментариях, как вы думаете. А мы начинаем с, конечно же, аудиофильского. QED XT25. Путь. История. Особенности. 5 звезд. Офигенный состав. Просто почитайте, там просто фантастические характеристики. Низкое сопротивление по постоянному токому, нету потерь. Слушайте, получайте разницу. $12 в метр цена вопроса, понимаете? И кабель ПВС. Получается стоимость $1,2 метр, то есть насколько дешевле. Давайте их поближе посмотрим. Здесь вот надпись у нас есть. ZKM, ПВС, 2.2.5, 26 год. И вот наш QED, видите, XT25 спикер кабель. И обратите внимание, разработано британскими учеными, понимаете? То есть это не просто какая-то фигня, это британские ученые. Давайте сравним, как они выглядят чисто поближе. Так, давайте еще поближе их сделаем и посмотрим. Вот, смотрите, здесь у нас идут медные жилы, такие в разброс, просто в кучу. Вот как веник, видите, здесь ничего такого, никакой супер важной технологии модной нету, обыкновенные просто проводочки, 2,5 квадрата, видите? ПВХ-изоляция, надежная защита жил, двухжильная конструкция, 2 проводника для подключения аудиофильского утюга, плюс и минус, и многопроволочная медная жила нормального сечения для низкого сопротивления на короткой длине. Видите, то есть все просто. И теперь смотрим наш новый модный аудиофильский кабель. Посмотрите, здесь у нас куча экранов, посмотрите. Видите, здесь у нас внутри какой-то пластмассовый, что-то пластмассовое. В общем, посмотрите. И все свито-перевито. То есть на самом деле здесь, конечно, посложнее его так изготавливать. И давайте посмотрим, чего они там придумали. Диэлектрик с низкими потерями. Специальный диэлектрик с низкими потерями обеспечивает чистую стабильную передачу сигнала. Высококачественная бескалоритная медь. Технология X-Tube снижает искажение и улучшает динамику. То есть в трубку пластмассовую вовнутрь засунули, и она снижает искажение, понимаете? То есть вот эта трубка, видите, и они даже разных цветов, красное, белое. То есть, если так сравнить, то, конечно же, наш кабель проигрывает по технологичности. Он простой, как веник, а здесь прям сложная система. Но давайте не будем забегать вперед, делаем замеры. Самое первое, что мы это делаем замеры. Наша задача померять сопротивление. Померять сопротивление, мы возьмем кусочек 4-метровый и сейчас сделаем замер каждой жилы, обратите внимание. То есть мы замеряем сначала синюю жилу и посмотрим, отличаются ли они между собой, а потом замеряем коричневую жилу. Итак, смотрим, 31,8 миллион, 31,6 миллион. У нас, видите, синяя жила, обратите внимание. И у нас, в принципе, стабильно, то есть нормальное сопротивление. Теперь замеряем коричневую. Коричневая должна быть такая же самая, но мало ли, вдруг производитель где-то накосячил. Так, смотрим, внимание, 31,8. 31,7, то есть в принципе жилы практически одинаковые. Хорошо, мы потом их сплюсуем для правильного результата, потому что будем всю петлю мерять. Теперь аудиофильский кабель. Давайте посмотрим, будет ли он круче, или он будет хуже, или такой же самый. Да, давайте узнаем, это же интересно. Как вы считаете? Напишите в комментариях, пока я еще не замерил, что у нас будет с кабелем. Выиграет он в этой битве, или он сейчас обосрется? Подключаем. Красный сначала подключаем, там смотрим. Сейчас мы все подключим и посмотрим, что наш кабель покажет. Так, подключаем сначала одну жилу, это будет красная. 28, 27,9 даже, но сейчас секундочку мы тут все поправим. 27,8 миллиома. Ну, здесь, можно сказать, аудиофильский кабель немножко выигрывает. Хорошо. Теперь давайте вторую жилу промеряем. То есть я специально отдельно разные жилы меряю, чтобы каждую проверить, чтобы четенько все было. Так, теперь вот белая жила наша, это у нас минус. Я так понимаю, должен быть. И мы сейчас быстренько все замеряем. Так, секундочку, проверяем, что у нас здесь. А у нас здесь 27,8 миллион.
То есть, в принципе, они одинаковые. И по сопротивлению пока наш кабель выигрывает у нашего обыкновенного ПВС. Вот, смотрим дальше. Теперь нас интересует что? Емкость. У нас у кабеля есть емкость. Конечно же, сейчас я его размотаю, чтобы вы не говорили, что я что-то делаю неправильно. Сейчас я его размотаю по всему столу и будем замерять емкость. Итак, наш ПВС кабель, смотрим его емкость. Емкость у нас 350. Давайте поближе посмотрим. Емкость у нас 350,05 пикофарад. Видите? Какая у нас емкость маленькая. Хорошо. Теперь что делаем? Теперь мы делаем сброс. Так, сейчас, секундочку. Нам надо все посбрасывать. И сейчас мы будем делать что? Замер индуктивности. Для этого на втором конце мы сейчас скрутим проводочки, потому что нам нужна индуктивность. Вот у нас сейчас будет индуктивность. Сейчас мы все замеряем. И посмотрим, что у нас там по индуктивности он покажет. Наш ПВС. 220 кабель, самый дешевый в хозяйственном магазине, можно купить за 5 секунд, не отходя от дома практически. Так, что у нас тут? 2, 0, 64. 2,064 у нас получается индуктивность. Отлично, отлично. И, конечно же, сейчас посмотрим, что у нас покажет по индуктивности аудиофильский кабель. Сможет ли он переплюнуть или он не сможет. Давайте посмотрим. Опять-таки, сейчас я все поразматывал. Сначала мы, конечно же, замеряем точно так же емкость кабеля замеряем. И потом будем замерять индуктивность. Так, сбрасываем это все дело на 0. И делаем замеры емкости, потому что емкость это великая вещь. Аудиофилы плачут, когда видят емкость. Им надо, чтобы она была минимальная. Так, что у нас? 187.43. У нас емкость 187.43. Так, теперь проверяем, значит, его. Он, кстати, емкость меньше, чем у ПВС. Можете цифры не запоминать, я потом табличку сделаю попозже. Все в табличку впишу, то есть как бы можете не запоминать, но пока мы видим, что меньше. И сейчас мы что меряем? Мы сейчас меряем индуктивность. Так же самое, сейчас скрутим проводочки на втором конце, для того, чтобы замерять индуктивность. Потому что индуктивность, аудиофилы узнали недавно слово индуктивность, и они постоянно мне в комментариях кидают это слово. Индуктивность, индуктивность. И поэтому, конечно же, мы аудиофильский кабель, супер модный, разработанный, обратите внимание, британскими учеными в секретных лабораториях. Значит, сейчас мы будем мерять его индуктивность. Так, значит, все по нолику все выставили. И теперь делаем замер. Делаем замер. Так, что у нас там по индуктивности? Посмотрим. Сможет ли он победить наш кабель ПВС? Ну, что мы видим? 1.760. То есть он по индуктивности немножко лучше, чем ПВС. Смотрите, наш кабель аудиофильский пока лидирует в тестах. Но давайте пойдем к серьезным тестам. Мы будем давать, значит, сигнал 1 кГц на резистивную нагрузку и будем замерять сразу с выхода усилителя и в конце провода. И таким образом мы узнаем, какие у нас там будут потери. Сейчас мы это все подключаем. Начинаем, конечно же, с ПВС. Кабеля 220, к которым вы дома подключаете утюги, паяльники и разные лампочки и обогреватели. Так, подключаем генератор сигнала. И сейчас мы будем смотреть, что он у нас там может. Значит, мы будем подавать ему сейчас какое-то там напряжение, сейчас посмотрим. И на обратной стороне, вот видите, я подкручиваю под резистивную нагрузку. У нас будет так, и здесь на конце мы будем мерять потери этого провода. И мало того, мы будем мерять потери на разной частоте. Мы будем мерять потери на 20 Гц, на 1 кГц и на 20 кГц. И таким образом мы узнаем, какой из проводов больше теряет, значит, качество. Потому что это очень важно. Всего-навсего 4 метра провод. Больше не нужно, меньше тоже. Так, значит, что мы делаем? Мы синусоиду 20 Гц наваливаем. Так, есть такая штука. Что у нас там показывает? 14 вольт. 14 вольт это 50 ватт, можно сказать. 50 ватт у нас идет мощность. И на выходе у нас идет 50 ватт четко. Так, и теперь смотрим потери. Переключаем на второй конец. И смотрим, что же у нас там потерялось. Что у нас потерялось? Сигнал потерялся, значит, стало хуже звучание. Правильно, смотрим.
у нас 13,8 вольт. Обратите внимание, 13,8 вольт. То есть пошли потери, уже потеря сигнала. Уже ужас какой-то. Так, отключаем все это дело. И, конечно, сейчас что мы сделаем? Мы, конечно же, подключим опять на выход. Мы будем все время мониторить, чтобы у нас выход не сбился, не дай бог, чтобы мы не потеряли. И, конечно же, переключим на 1 кГц. Вот у нас наш килогерц. Переключаем и посмотрим на 1 кГц. На 20 кГц у нас потери есть небольшие. Теперь посмотрим на 1 кГц. Будут ли потери? И самое главное, какие будут потери? Это очень важно, потому что аудиофилы знают, что такое потери. 14 вольт у нас идет на выходе с усилителя. Мы это будем все четко проверять, чтобы не ошибиться. И переключаем сейчас на конец провода, там, где у нас уже резистивная нагрузка идет. Так, и смотрим по потерям, что у нас получается. 1 кГц, потери 13,7 вольт, 13,7, 13,8. Непонятно, не может определиться осциллограф, но мы понимаем, что приблизительно вот такие вот потери все-таки есть. Кабель теряет свою мощность, теряет качество, и вы уже слышите совсем другой звук. Ну, по крайней мере, так говорят аудиофилы, но мы потом с вами попозже разберем эти все моменты. Так, теперь переключаемся куда? Переключаемся, конечно же, на 20 кГц, потому что 20 кГц это очень важно. 20 кГц слышат дети трехлетние и аудиофилы, поэтому это очень важный замер. И сейчас мы что будем делать? Мы будем смотреть. Что мы видим? Значит так, мы видим 20 кГц, так? 14 вольт, то есть 50 ватт мы ввалим, короче, на эту, значит, резистивную нагрузку. И теперь с выхода усилителя мы замерили, и теперь меряем на конце. Спустя 4 метра, 4 длинных метра, которые размотаны по всему моему столу, и смотрим, какие будут страшные потери. Потери у нас есть потери. Видите, 13,5, 13,6 вольт на 20 кГц, то есть есть небольшая потеря. Было 14, стало 13,6. Посчитайте, какая это потеря. Если вы не умеете считать, в табличке я вам потом попозже покажу. Мы это все подсуммируем чуть попозже. В общем, все это дело мы отключаем. Этот провод мы запомнили. Кто не запомнил, не переживайте. Это все у меня уже отложилось в табличке. Мы это все покажем. Откручиваем все это дело. И теперь будем замерять какой кабель. Теперь мы будем замерять кабель. Этот откручиваем, будем замерять кабель аудиофильский. Посмотрим, какие там будут потери. Обязательно напишите в комментариях, выиграет ли он сейчас в этом тесте или он проиграет. Потому что это очень важно. Вы должны предвидеть, особенно если вы аудиофил. Вы должны знать результат, потому что вы верите вашим маркетологам. Очень, кстати, неудобно вот эта пластмасска посередине, короче, мешает. Надо будет ее обрезать. Сейчас мы подготовим кабель. Видите, какая бескислородная медь, как она красиво выглядит. Какой цвет, медный настоящий цвет. Подключаем опять резистивную нагрузку, точно так же. Закручиваем специальной аудиофильской отверткой, обратите внимание. Отвертка используется аудиофильская, чтобы тест ни в коем случае не испортить. Теперь подключаем это все дело на выход усилителя. И будем подавать туда 50 ватт. 50 ватт это средний сигнал. Я решил подавать не 200, не 1 ватт, а 50. Это в среднем. В среднем это самый лучший способ. И на выходе с усилителя сейчас мы делаем замер. И у нас должно быть 14 вольт. Кошка наблюдает за процессом. Кошка все контролирует. 14 вольт на выходе. Как в аптеке. 20 Гц. 20 Гц, 14 вольт на выходе. Как в аптеке, все четенько. И теперь мы делаем что? Замер через 4 длинных долгих метра. 4 долгих метра проверяем, что будет. Насколько потеряет сигнал, насколько потеряется. Итак, смотрим, что у нас по потерям. На 20 Гц 13,8 вольт. То есть было 14, стало 13,8. Отнимите и посмотрите, какая страшная потеря. Хорошо, теперь переключаемся на 1 кГц. На 1 кГц тоже будут потери, скорее всего, а может и не будут. Может этот кабель волшебный. Сейчас мы переключим это все дело опять. Я лучше 10 раз проверю, чтобы не ошибиться. То есть сейчас должно быть 14 вольт. Чтобы ничего никуда не съехало, ровно 14 вольт на выходе с усилителя. 1 кГц, четенько, 1 кГц, 14 вольт. И теперь переключаемся и будем смотреть, что у нас получится спустя 4 метра. Посмотрим на том конце, далеком конце, что у нас будет. Представьте, что мы подключили колонку. Почему я не подключаю колонку? Потому что у меня уши, кровь потечет из ушей, если будет 50 ватт валить 1 кГц. Поэтому пожалейте мои уши, только на резистивную нагрузку. 13,8 вольт потери.
То есть было 14, стало 13,8. 0,0,0 потери. То есть на самом деле, я вам уже немножко подскажу, потери не огромные, но они есть. И в принципе особо так от кабеля ПВС они не отличаются. Теперь 20 кГц. Летучие мыши сейчас начнут слетаться на мой тест, потому что 20 кГц. Так, подключаем. На втором конце что у нас тут будет? Мне очень интересно, какая будет потеря. Смотрим, внимательно смотрим поближе. 13,6 вольт. Было 14, то есть на выходе с усилителя 14, на осциллографе 13,6. И я слышу, как хлопают своими летучие мыши. Итак, что? Давайте сравним наши кабели XT25 и ПВС. Оба кабеля у нас 2,5 квадрата, 4 метра. Итак, общее сопротивление петли у нас XT25 55,6 миллиом, а ПВС 63,3 миллиома. То есть разница плюс 7,7 миллиом, то есть 13%. Что это означает? Это означает, что ПВС имеет большее сопротивление, и поэтому на нем немножко больше потеря мощности. Но потеря мощности 0,064 дБ. То есть это невозможно услышать ухом. Идем дальше. Емкость. У XT25 187,39 пикофарад. У ПВС 350 пикофарад. То есть уже разница большая. То есть в принципе плюс 162 пикофарада, и это у нас получается плюс 86%. Практически в 2 раза емкость у нас больше у ПВС, то есть он проиграл конкретно. Но на 4 метров это вообще не дает никаких потерь на аудиочастотах, и поэтому получается в среднем все равно 0 дБ. Хоть разница в емкости и есть, но по звуку мы ничего не заметим. Дальше, индуктивность. 1,76, так, у нас показывает XT25, а ПВС показывает 2,064. То есть, опять-таки, ПВС у нас проигрывает. Разница у нас плюс 0,3. И в общем плюс 17%. То есть, ПВС немного сильнее ослабляет верхний диапазон, но эффект настолько мал, что опять мы получаем разницу практически в 0 дБ. То есть, мы это не услышим. Теперь переходим к потерям сигнала. Значит, наш XT25 на 20 Гц у нас 13,8 вольт. Потеря 0,1. 25 дБ всего-навсего, так? Теперь ПВС у нас 13,8 вольт и потеря точно такая же 0,125 дБ. То есть на басах у нас разницы что там нет. Вопросов нету. Дальше на 1 кГц у нас XT25 13,8 вольт. И это получается потери 0,125 дБ. 13,7 вольт ПВС и потери 0,188 дБ. То есть, по сути, разница у нас 0,1 вольт. И разница потерь 0,063 дБ. Получается, мощность передает XT25 чуть лучше, но это невозможно, опять-таки, услышать. Никак. И берем 20 кГц. Частоту, которую любят аудиофилы и слышат только они и дети. Значит, на 20 кГц у нас 13,6 вольт получается. Падение 0,252 дБ на XT25, а на ПВС у нас получается 13,5 вольт и падение 0,316 дБ. То есть опять разница в 0,1 вольт и получается разница потери 0,064 дБ. То есть на верхах ПВС теряет немножко больше, но опять-таки это невозможно услышать. Разницу в 0,064 дБ вы не услышите. То есть если вот посмотреть, да, общий, значит, получается у нас потеря мощности, вот общая, да, значит, QED XT25 0,127 дБ, а ПВС 0,191 дБ. То есть разница у нас всего-навсего 0,064 дБ. Это очень маленькая разница. Это настолько маленькая разница, что я вам скажу, даже 0,5 дБ, если вы будете различать, у вас уже возникнут проблемы. А здесь 0,064. Но, справедливости ради, XT25 имеет лучшие электрические параметры, меньшее сопротивление, емкость и индуктивность. И измерения показывают, что он теряет меньше мощности.
Но 0,06 дБ меньше, на 0,06 дБ. И тут аудиофилы скажут: Александр, ты сам себя разоблачил. Все, ты сам сделал замеры. Ты сказал, ты веришь только замерам. Пожалуйста, по замерам что? Аудиофильский кабель порвал в клочья. И поэтому нужно подключать акустические системы, конечно же, дорогим кабелем. И чем дороже кабель, тем лучше характеристики, тем лучше звук. Все, Александр, до свидания. Но тут есть одна проблемка. То есть для обыкновенного человека разницу на слух различить невозможно. Вообще невозможно. Это, допустим, давайте простое сравнение. Вот у нас есть два стакана. В один стакан мы берем и маленькую песчинку соли бросаем. А второй стакан оставляем обычным. Сможете ли вы на вкус определить, где была песчинка соли брошена? Нет, вы не сможете. Почему? Потому что наши органы чувств не настолько чувствительные. С помощью химического анализа мы скажем, эта вода более соленая, эта вода более пресная. Для тех, кто в комментариях будет писать, что слышит разницу между кабелями, проходим тест, разницу в 0,5 дБ. Заходим на форум и узнаем, какой из файлов в тесте 10 попыток, какой из файл тише. Все. Если вы этот тест пройдете и скинете мне ссылку, тогда я буду с вами о чем-то разговаривать. Если вы не сможете различить 0,5 дБ, то 0,0060 с чем-то дБ и подавно вы не различите. Поэтому проходим тест и ссылку мне. Если поставить 0,5 дБ разницу, то я вам скажу, единицы смогут различить. А здесь в десятки раз меньше, понимаете, в десятки раз меньше разница, поэтому это невозможно различить. Мы не можем такие вещи различить. И поэтому вот этот кабель, который стоит $100, если вы купите кабель за 10 тысяч долларов, и характеристики там будут хотя бы там в 3 раза лучше, ничего не поменяется. Потому что для вашего слуха это будет одинаково. Вы переплачиваете просто за красоту, за бренд. Если, конечно, если вам нравится понимать, что здесь вот характеристики лучше, и вы готовы заплатить кучу денег за то, что на самом деле вы никогда не услышите, то да, покупайте, конечно. Поэтому, если кратко, что бы мы там ни делали, эти два кабеля абсолютно одинаковые для нашего слуха. Вот и все. И напишите в комментариях, какие вы провода используете для подключения ваших акустических систем. И слышите ли вы между ними разницу. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал Миринет. Всем всего доброго. До свидания.